Добрый вечер, 20 часов московского времени, как всегда в понедельник, программа «Полный Альбац» в прямом эфире. И так уже, напомню вам, 20 лет. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на канал, кто еще не, ставьте лайки, пишите, откуда вы нас смотрите. У микрофона Евгений Альбац. Сегодня в Гарвардском университете выходной день. Это день коренных американцев, или, как говорится, indigenous people, индейцев, как назвал их Христофор Колумб, и когда-то это и был день Христофора Колумба, но сейчас день Христофора Колумба отменили, поскольку теперь он не является таким особым героем. Кстати говоря, вот я тут подумала, а сколько из вас людей знают, куда, собственно, Христофор Колумб приплыл, что он признал как Индию и почему он, собственно, назвал коренных обитателей островов индейцами. Так вот, это полный Альбац, программа о ключевых событиях недели, тех событиях, которые будут влиять на будущее. И прежде всего будущее наших детей. И сегодня таких событий несколько. Российский государственный педагогический институт имени внимания Герцена выпустил методические рекомендации, как школьным учителям распознавать будущих экстремистов. А распространять их надо так. Маркеры склонности к деструктивному террористическому поведению. Первое. Публикация в социальных сетях статусов, содержащихся критику и оскорбление других людей по признаку национальности, религии, социального статуса, соответствующие высказывания в публичном и личном пространстве. Подписи на сетевые сообщества и названия, которые входят в слово и словосочетание типа ультраправые, белая раса и другие, и контент которых характеризуется материалами, содержащими оправдание действий и романтизацию, что тут романтизацию пунктов поступков националистов. Это очень интересно, потому что, конечно же, всегда империя боится национальных движений. Ну, тут дальше про Хайд-Диктор. Где-то тут было и в одном ряду и про Алексея Навального. Кстати, напомню вам, что 22 октября выходит книга Навального «Патриот». Она выходит на 20 языках, и вы можете еще сейчас заказать и книгу по-русски. Кликните «Патриот», и вас выведет сразу на сайт, где можно заказать эту книгу. Так, и вторая новость сегодня «Медиазона» написала, что хабаровский учитель математики оказал заключение из-за поста о Кадырове и обнаружила у себя опухоль, и она умирает. Так она написала учитель математики Захара Зарипова. Так вот, так она сегодня написала: «Я умираю». С начала войны в России как минимум 148 раз преследовали преподаватели за антивоенную позицию. Преследовали. Это данные АВД-инфо. На учителей завели как минимум 106 административных и 23 уголовных дела. Большая часть по доносам самих учеников. Многие лишились работы. 22 человека вынуждены были покинуть Россию. Доносы пишут все и на всех. Вот о том, что такое это Z-просвещение, как быть учителям, как быть родителям и как защитить детей, и надо ли их защищать, мы сегодня будем разговаривать и пытаться понять, что делать с известным педагогом Димой Зицером, основателем Петербургской школы неформального образования «Апельсин». Дима Зицер много лет ведет очень популярное шоу «Любить нельзя воспитывать». Как вы понимаете, запятые не поставлены, про детей и родителей. Дима Зицер, здравствуйте. Здравствуйте, Женя. Спасибо вам большое за то, что согласились принять участие в этой передаче. Спасибо вам большое, очень рад быть у вас в гостях. Совершенно искренне. Спасибо. И второй наш участник, колумнист New Times Андрей Колесников, который еще в самом начале этого учебного года написал колонку примерно об этом самом ЗИП просвещении, и также написал об учебнике истории, который выпустил главный историк всех времен и народов господин Мединский, который занимается постоянным и последовательным искажением
истории, как мы уже хорошо это знаем. Андрей Колесников, здравствуйте. Здравствуйте. И вот у меня, если позволите, Андрей, первый вопрос у меня к вам. Вот вы о том, что происходит в российском образовании, вы знаете, ну, во-первых, потому что вы иностранный агент, и вас тут же вышибли из, значит, университета, где вы занимались исследовательскими, научными исследовательскими проектами. И одновременно с этим ваши близкие еще, насколько я понимаю, тоже учатся в школах, университетах и так далее. Вот расскажите, пожалуйста, что на самом деле происходит? Потому что я из Москвы слышу разные соображения на эту тему. Кто-то мне говорит, что в школах, куда ходят российская, значит, бюрократическая, дети российской номенклатуры, там никаких этих разговоров о важном и вовсе нет. И детей совершенно не мучают. Ну, когда приезжает на Бентли, ну какие разговоры о важном, если сын когда-то коммуниста, и, значит, губернатора одной из ключевых областей Российской Федерации приезжает в школу на Бентли. Ну, какие тут разговоры о важном? А с другой стороны, значит, рассказывают о том, как сажают учителей, как их бесконечно вызывают, значит, в ФСБ, как в школах собираются ввести с Нового года должность заместителя директора по воспитательной работе, и уж можно не сомневаться, это будет сотрудник второй службы управления по защите конституционного строя ФСБ Российской Федерации. Вот что происходит? Здесь очень сложно обобщать, потому что действительно правда в том, что везде все по-разному. И пока еще достичь такой тотальной унификации, почему этот режим не окончательно тоталитарный, не удается. Ну, во-первых, общество все-таки модернизировано, оно привыкло жить ну, как-то, так сказать, нормальной частной жизнью, и в том числе в области образования много разных возможностей, и нет такой привычки совсем уж очевидным образом подчиняться. И администрировать это сложно, несмотря на то, что все учителя явно ходят значит, ходят строем и стараются каким-то образом вести себя очень аккуратно, в том числе те из них, кто придерживается антивоенных взглядов, но эта аккуратность, она, конечно, предполагает некоторую кооперативность отношений с родителями и с учениками, которые, по крайней мере, не должны их сдавать, если они не слишком активны в пропагандистских усилиях. Разговор о важном, мы все помним политинформацию в школах советского времени, 70-х, 80-х годов. Это довольно формальное мероприятие. Ну, я помню, что мне очень нравилось, потому что я любил читать газеты, рассматривать политические карикатуры и, соответственно, обобщать материал. Как, собственно, этим я и занимаюсь в результате всю жизнь. Да. Я пишу в газеты. Ну, ты же был, наверное, в какой-нибудь номенклатурной школе. Нет, у нас была обычная школа, там был melting pot, такой плавильный котел, потому что у нас половина была мальчиков и девочек, дети завода Хрунчева, а половина, да, из, так сказать, Цыковского царского села, так называемого Цыковского поселка. Но тогда это как-то не было разделительных каких-то линий между теми и теми. Шпана местная лупила всех одинаково. Вот разговор Да об этом. ладно, а в журнале, извини меня, пожалуйста, а в журнале против твоей фамилии стояло евро? Нет, потому что я Колесников. Мне шипел в спину совершенно неожиданно один мой как бы, товарищ, не близкий, но вот как раз из фрунзенских ребят, когда я на физике, по-моему, в классе 9 делал доклад об Эйнштейне. Он мне в спину зашипел еврей. Я так удивился. Чего это он, во-первых? Во-вторых, ну, в конце концов, Эйнштейн, как-то, в общем, его заслуги признаны, они А у общемировые. нас в школьном, извини, хотя у нас была очень продвинутая шестая английская школа, очень известная в Москве, у нас в журнале было написано «Альбац, Альбац, Бажен Басин». Нас было четверо, кто были помечены евро. Были другие, но они были цыковские и поэтому скрытые. У нас в классе не было других евреев, только я скрытый. Тем не менее, я помню, что 70-е годы, да, ну вот я в 82-м закончил школу, еврей был ругательным словом.
Ну, конечно, а ты что хотел? Не имея в виду как бы даже чего-то национального, чего-то личного, просто вот дурак, еврей, так сказать, без этнической окраски. Вот. Но мы далеко ушли от политинформации. Вот Извини. разговор о важном, я думаю, в разных школах действительно по-разному. Где-то это очень формально и серьезно, а где-то это совершенно неформально и несерьезно для галочки. Все-таки Россия во многом страна имитации отчетов, а учителя несчастные люди, они все время пишут какие-то отчеты, они вынуждены имитировать активность, и они вынуждены все время каким-то образом гасить какой-то вот потенциальный вот конфликт, теперь еще и политический. Короче говоря, иногда это бывает для галочки, и дети отсыпаются на первом уроке, доделывают уроки, так сказать, домашние задания, им крутят какое-нибудь кино, в котором они ничего не понимают. В конце концов, индоктринация, чем бы то ни было, она в результате, как правило, ведет к двойному сознанию. Ты отбываешь номер публично, да, понимаешь, что у тебя могут быть проблемы, если ты будешь вести себя открыто или высказывать свои политические взгляды, которых, как правило, у детей нет. А, с другой стороны, ты волен думать все, что угодно внутри как бы своей семьи, или не думать вообще, что тоже распространенное, очевидно, явление. Конечно, что называется, от семьи зависит. Как это как бы двойное сознание, двойное поведение будет вырабатываться в человеке. Ну, Тебя в кого-то школу вызывали? Вот все школы вызывали, говорили, вот вы там чего там нет, думаете? меня, Нет. меня не вызывали. У нас это все решается в рабочем порядке. Сейчас даже собрания все проходят родительские по Zoom. И я слышал от коллег, у которых там есть дети школьного возраста, что учителя стараются как-то вот с родителями внутрить. Вот если есть проблемы, вопросы, вы там чем-то возмущены, вы со мной решите этот вопрос, не выносите это выше. Потому что тогда и проблема не решится, и скандал какой-нибудь будет. Не надо, я постараюсь все решить. Все волнующие вас как бы проблемы. Не хотите идти туда, ну давайте подумаем, как это сделать, как не ходить. Хотя всем нужно туда, допустим, пойти на какое-нибудь там производственное, я не знаю, чего-то, экскурсия какая-то обязательная, за которую там ставят отметку и так далее. Вот, во всяком случае, ну вот, в ряде школ, в том числе в нашей, примерно как строятся отношения, это ну, как бы очень правильно. Детям тяжело, у них дикие нагрузки совершенно, вообще не до политики, честно говоря, особенно в старших классах, они очень много занимаются, особенно если это какой-нибудь мат-класс, это просто катастрофа, когда, так сказать, если ребенок сидит там по 5 часов решается эти самые задачи, от которых никому ничего не понятно. Вот, собственно, двойное сознание, двойное поведение, кого-то индоктринируют, кого-то нет, где-то есть доносы, где-то нет, где-то все всерьез, где-то все достаточно формально. Вот так выглядит пока Последний как. вопрос. В старших классах, значит, все готовятся как к ЕГЭ. Я большой сторонник ЕГЭ, не буду скрывать. Тоже. Но скажи, что ты знаешь, насколько в ЕГЭ вопросы тоже теперь, так сказать, подвержены пропаганде? Или являются проверкой, вот так я скажу, проверкой на лояльность? Там так быстро, наверное, не поменяешь этот гигантский свод вопросов, и в конце концов, вот даже та же самая история, это в том числе набор неких дат. Ну, наверное, правильных ответов тоже. Я думаю, что сейчас идет процесс адаптации, это тоже нелегко сделать к новому учебнику, который, собственно, введен в 23-м сейчас, вот он уже как бы становится привычным, второй год учебников Таркунова, Мединского, Чубарьяна. Вот есть Ты о учебник. нем писал, извините, что я говорю с Андреем Колесниковым на «ты», потому что мы так давно знакомы и так давно вместе работаем. Андрей Колесников на сайте New Times, вот включите VPN, наберите Колесников, Мединский. Он писал подробнейший разбор исторического учебника Мединского. Это, конечно, там, так я понимаю, я не помню, 20, сколько раз там Сталин упомянул? Ну, сколько Сталин упоминался, есть какая-то статистика, кто-то Да. подсчитывал, меня на это не хватило. И если подробно по-настоящему разбирать, нужно книгу писать, контркнигу. Мгм. Вот есть, например, учебник для 10 класса литературы, написанный Юрием Лебедевым, тоже мы о нем писали. Он такой славянофильский.
православно-славянофильский, хотя речь идет об очень разных писателях XIX века, о русской классической литературе. Эти писатели были во многом антидеспотические, да, а это как бы продеспотический учебник, по сути. Но вот учитель в школе говорит, посмотрев этот учебник, нет, я по своей методике буду вести. Они в разных классах, даже в одной школе, все равно вот кто-то сейчас проходит грозу, а кто-то проходит отцы и дети. Потом они как-то меняются или движутся, неравномерно движутся, и есть такое впечатление, что совсем не по учебнику. Учебник написан так, что и дети понять ничего в нем не могут. Там какой-то пафос бесконечный про Святую Русь, потому что там надо как-то, так сказать, и матчасть учить по всяким там Достоевским, Толстым и так далее, гигантские масштабы чтения, да. Естественно, читать они не успевают, разве что отрывками и какими-то вот классическими такими образцами, которые там наизусть нужно выучить. И вот так они и живут. Так что вот здесь еще есть ограничения для власти, чтобы вот детей обратить в какую-то веру, нужно как-то уметь это делать. И А действительно, вариативность в учебниках есть? ну вот в истории, я так понимаю, нет. В А в остальных литература? тоже особо вариативности. Ну, возможно, есть какой-то альтернативный. Здесь выдали это. Такой выдали, но учитель посмотрел, говорит, не, ну я как бы вот, я сама. Ну, гроза это неплохо, отцы и дети это совсем Нет, они неплохо. всерьез разбирают как бы вот то, Если что есть. Аксаков будет читать, тоже не помешает, между От прочим. учителя зависит. Те же самые историки, что там что-то под себя бубнят, так сказать, не только по учебнику. Кстати, учебник Мединского Туркунова, как школьный учебник, он сделан очень грамотно. Там всяких картинок, выносов, выделений по полужирным, значит, там много, так сказать, интересных каких-то фактов. Все сделано неплохо, методически. Мгм. Спасибо. Учитель, вот теперь у меня к вам вопрос. Я внимательно прослушала ваше интервью Ксении Лариной и еще несколько ваших интервью, которые вы давали. И вы говорите о том, что, собственно, вот индокринация детей начинается с раннего возраста. Поэтому так опасно, что пропаганда российская, вот это все тот, те... Я пытаюсь, поскольку Андрей находится в Москве, поэтому я стараюсь избегать квалификации режима. Но вот этот ужасный режим, который существует в России, который для меня совершенно очевиден, его, так сказать, классификация, тем не менее, что именно вот они пытаются работать с самыми маленькими, чтобы получить себе наследников. И, в общем, это так. Ну, во-первых, это, ну, безусловно так. Если у нас были какие-то сомнения до прошлой недели, то на прошлой неделе Путин своими, сказать, устами, из уст это изверг, я бы сказал. И в этот момент, в общем, все спекуляции можно закончить на тему того, А что он государственная это изверг? Вы политика. знаете, я не так внимательно слежу за заявлениями деспота. Пожалуйста, была встреча с учителями, и учительница, ну, мы же понимаем, как это происходит, да, так сказать, дала ему подачу. И сказала, цитирую почти дословно: Владимир Владимирович, вот так правильно это все, вот идеология и уроки о важном, но только поздновато мы начинаем. Я считаю, что это надо начинать с детского сада, с 5-6 лет. Конец цитаты. На что, значит, так называемый президент, естественно, поблагодарил эту женщину и сказал, что это прекрасная мысль, и именно таким путем и надо идти. Так что это, Жень, печать поставлена просто на индоктринации с юных лет. Теперь в этом смысле я должен сказать, что я намного менее оптимистичен, чем Андрей. Простите. Ну, давайте я приведу вам один пример. Действительно, поскольку я практик, ко мне все это стекается. Вот не так давно позвонила в программу женщина из Петербурга и, плача, рассказала следующую историю. Значит, ее племянник пошел в 1 класс. В прошедшем году учебном, да? Пошел в 1 класс, и она уговаривала свою родную сестру не делать этого, идти на семейную форму обучения, к чему я всегда призываю, к слову сказать, да, если есть малейшие признаки индоктринации.
Но сестра и говорила, ссылаясь, так сказать, на свое детство, и говорила о том, что да, обошлось с другими, и с нами обойдется, и ничего страшного, и что уже в первом классе они сделают. Конец учебного года – это замечательный мальчик, судя по всему, из очень приличной семьи, действительно. Вот он и принес домой про то, что Путин наше все, и с ним нельзя спорить, и про то, что нужно убивать всех украинцев, и про то, что мы в кольце врагов. И действительно, рыдая, она говорила об этом и, в общем, советовалась о том, что с этим можно сделать. Можно с этим что-то сделать, это другая тема. Но мне кажется, что мы не можем сейчас преуменьшать опасность, потому что опасность огромна, но, еще раз, я в силу того, чем я занимаюсь, сталкиваюсь с этим постоянно. Последний выпуск, прошлая неделя, вторник, женщина звонит, неважно откуда в данном случае, приходит без камеры, думаю, что с измененным именем, и рассказывает, как она своих двоих девочек забрала из школы 11 и 13 лет, потому что она говорит, что я дышать не могу, когда они мне рассказывают о том, что там происходит. И она советовалась о том, насколько эта девочка может повредить такое отсутствие социализации, так называемой, и так далее. Я даю вам честное слово, этого очень-очень много. Другое дело, с чем я должен согласиться, и с удовольствием с этим соглашаюсь. Безусловно, в России на сегодняшний день есть честные и профессиональные учителя. Безусловно, в России на сегодняшний день есть директора, которые, знаете, как львы стоят вот на входе в школу и защищают, значит, от всей этой гадости и нечисти детей. Это все сложнее и сложнее делать. Про ЕГЭ по истории я могу сказать, введены, конечно, новые вопросы. 37-й параграф из того самого учебника, о котором вы говорили, Андрей, он относится с прошлого года, так сказать, представлен вопросами по истории. Изменены контурные карты по географии. Значит, другое дело, друзья, и это важно напомнить, что ЕГЭ по истории не является обязательным. И если человек не хочет мазаться в грязи, значит, он не будет сдавать ЕГЭ по истории. Дальше плач Ярославны начинается обычно. Как же, мальчик всю жизнь мечтал, значит, или девочка, да, об архитектурном. Значит, не пойдет в архитектурный. Вот такая цена за войну бывает. Да, вот такая вот минимальная. Ну, очень много этого. Это не... Знаете, я грешен. Я 2 года назад, вот если бы мы с вами разговаривали в начале сентября или там в начале октября 2022 года, я был среди тех, кто говорил, что это, в общем, инициатива на местах. Это не может быть компанией, потому что система огромна, потому что разные школы и разные учителя. Дальше время шло, и становилось понятно, что это компания. Введение курса семьеведения – это не случайность, это кампания. Это правда, я согласен, это отчасти будет компенсировано вопиющим непрофессионализмом многих преподавателей, которых вообще не учили разговаривать на эту тему. Но это ведь, мы же понимаем, что это признак, нельзя произносить этого слова, да, вот сказать, что мы думаем о режиме. Но это, нет. Нет, почему? Мы можем произносить все, что угодно. Произносить можем все, что угодно. Да, это признак... ограничен в вокабуляре, да. Да, но я не хотел бы просто... Я боюсь, чтобы он произносил какие-то слова. Это все в порядке. Нет, я как раз на эту тему, поскольку я тоже не хотел бы ничего спровоцировать. Не, вы можете говорить все, что угодно. Понятно, что урок семьеведения – это признак фашизма. Мы с вами оба иностранных агента, при том, что вы даже я не иностранный агент, я кто? арестован, у меня 207.3, у меня... вы вообще уголовник. Выше берите. Уголовник, да, извините, вы же вообще уголовник. Да. Ну так вот, мы же понимаем, что семьеведение, обязательное введение семьеведения, это, так сказать, это признак фашистского государства, которое влезает в постель и учит нас тому, в каких отношениях мы должны состоять дома. Это правда, что все это на сегодняшний день, и уроки о важном, между прочим, и семьеведение, находятся в папочке, на которой написано «внеурочка». Слушайте, ребята, но я даю вам честное слово, эти уроки идут, и эти уроки объявляют обязательными. Есть ли исключения? Да, и, надеюсь, много. Нет у меня статистики, не могу сказать процент школ, которые на свой страх и риск этого не делают. Поэтому мы говорим о системном подходе. И в этом смысле я очень-очень хорошо понимаю и готов поддерживать желание родителей чудесных и учителей, и детей сказать: обойдется, ребята, обойдется, нас это не коснется. Шансы, если ребенок маленький и школа индоктринирована, очень малы, чтобы не сказать ничтожны. Не обойдется. Дима, а вот по вашему наблюдению, где ситуация хуже? В больших городах, в центре, где рядом номенклатура, Москва, Санкт-Петербург,
Или в провинции, где местные губеры и мэры блюдут и хотят быть правее Папы Римского. Ой, вернее, А правее Папы Путина. слушайте, я такой немножко еврейский ответ вам дам, потому что и так, это зависит от угла зрения. Значит, что происходит в Москве и Петербурге, поскольку речь действительно идет о больших городах, э, возможность семьи найти учителя, как минимум приличного в началке или школу выше, безусловно. То есть человек может ходить и может искать, и есть какие-то, возможно, частные школы, и есть большое количество учебных групп, что очень важно, потому что тенденция ухода на семейную форму обучения повышается день ото дня, про это как раз, в общем, мы можем это наблюдать. И в больших городах, например, довольно легко объединиться нескольким семьям. Учебная группа, наняли тьютора, сбросились по небольшим очень, так сказать, небольшими суммами и поехали. В маленьких городах делать это намного сложнее, эта вариативность ниже. Но зато в маленьких городах, я знаю просто это из первых рук, тоже из программы и не только, но вот если уж повезло с директором и со школой, они готовы горло грызть с департаментом образования, отстаивать, ну, например, то, что законно, внеурочка, это внеурочка, например. И дают возможность родителям даже, чего меньше и меньше, в Питере я вообще про это не слышал уже, написать отказ от урока во важном, что по закону возможно, на что Понятно. Теперь я задам вам вопрос. Считайте меня адвокатом дьявола или человеком, который учился в советской школе, да? Я закончила, я ну и вы тоже, да? Вы в каком году закончили? в 83-м. Андрюш, а ты? В 82-м. Ну вот, вы все дети малые. Ровеснички. Вы все дети малые. А я закончила школу в 75-м году. Так я и старше тебя, Это, Петька, как в том анекдоте, да? ну да, значит, поэтому с высоты своего 75-го года должна вам сказать следующее. Это было ужасное совершенно время. Просто чудовищное время с точки зрения, ну, всего и антисемитизма, и тебе, значит, и того, что происходило в стране. Это был пост, как вы помните, пост-оттепель, поэтому это такая была нарастающая сталинизация страны. И Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Израилем, и нас с моей близняшкой встретили во дворе, сорвали с нас пионерские галстуки и сказали, что вы, жиды, не имеете права быть пионерами. Ну и мы, конечно, побежали к родителям спросить, почему мы не можем быть пионерами, что было, конечно, очень обидно, а второе, кто такие жиды. Ну вот, и много всего другого. Но я училась в очень хорошей школе, где был очень сильный директор. И у нас было, во-первых, у нас были совершенно гениальные историки. Один Александр Самуилович Заводье, я с ним прошла все свое взросление. Он меня готовил в университет, когда надо было знать там в 2 раза больше, чем любой обычный ученик из титульной нации. И был второй у нас такой замечательный историк Виктор Дашевский, который нам в 1974 году рассказывал на уроках истории о репрессиях, сталинских репрессий. Это вообще нельзя. Я потом, когда уже работала в «Неделе», писала очерк о докторе Виноградове, враче Сталина, которого посадили, естественно. Я не могла объяснить, написать, что такое был 1937 год. Я писала эзоповым языком. Я помню, Анатолий Абрамович Аграновский, гениальный был такой журналист в «Известиях», великий был журналист, который пришел ко мне и сказал, какая ты молодец, ты сумела как-то это сказать. Так вот, он рассказывал о том, что к началу войны Сталин уничтожил Красную Армию, что сидели все адмиралы, комбриги и так далее, рассказывал дело о заговоре в Красной Армии Тухачевского, Блюхера и Кира и так далее. И это тоже происходило. И я хорошо помню эти уроки, у меня до сих пор остались конспекты этих уроков, я сохранила эти тетради. У нас был прекрасный учитель литературы Земцов, который, у него была проблема, он распускал руки,
со всеми 9-10 класс, девочки уже становились, так сказать, вполне сексуально привлекательными, и он имел обыкновение распускать руки. Но при этом он потрясающе совершенно читал литературу, и мы писали там сочинения о Петербурге Достоевского и так далее. Это я хочу сказать. И более того, у нас была страшная совершенно математичка, и, значит, она на нас орала невсебешным голосом, и я дважды или трижды поднимала класс и уводила с ее уроков. Она начинала орать, я вставала и говорила: ребят, пошли, пока вы не научитесь с нами разговаривать. Вот. Потом дочь моя, это уже в 90-е годы, делала ровно та же самая, но она цитировала значит, Конвенцию о правах человека Организации Объединенных Наций, ее вариант в отношении детей, который мы с ней внимательно читали, была такая гениальная книжка. По-русски она издана, ее надо очень, всем детям, всем родителям надо ее читать с детьми. Значит, о зеленом человечке и о правах детей. Так вот, я хочу вам сказать, что все это происходило в страшные застойные времена. Моя жизнь на журфаке МГУ была значительно труднее. Уж там меня просто с вызовами, значит, к ФСБшникам, КГБшникам за то, что там у меня оказывались списки стихов Цветаевой или реквием Ахматовой и так далее. Или там разговоры, был такой у нас старый порт организации Блажнов. Он потом рассказывал в Америке про то, какой он был прогрессивный преподаватель. Он мне говорил: а чего вы не уедете в Израиль на экзамен? Вот такие, то, что я хочу сказать, Дима, что в советское время, при том, что родители наши очень боялись, что мы куда-нибудь загремим. И я помню, как отец меня поймал за чтением в круге первого Солженицына, на кухне я читала, и сказал: я очень прошу тебя не приносить домой. Он не знал, что в нашей комнате с сестрой и с бабушкой под паркетами у меня там до хрена было всякого там издата. Короче, это я к тому, что мы в советское время, в глухое КГБшное, брежневское, сталинское советское время как-то можно было выживать. Не знаю, за что хвататься, понимаете? Ну, давайте за что так. вам нравится. Да, хорошо, как да, давайте. известно. Да. Значит, смотрите, вот что я скажу. Не обижайтесь, но мне кажется, сопоставление с поздним Советским Союзом нелегитимно. Это не поздний Советский Союз, это 73-й год, Дима. Ну, довольно поздний. А потом еще будет, секундочку, а потом будет еще Афган. И вот когда начнется швах, это когда начнется Афган. Верно, и верно. Вот это будет значительно труднее. Верно. Давайте с Афгана и начнем, раз такая история. Не-не, вы мне ответьте про 73-й год. Я отвечу про 73-й, но вы сами про Афган сказали. Значит, удивительным образом... Хорошо, знаете что, я начну с 73-го. В конце концов, это я у вас в гостях, а не вы у меня. Коротко говоря, Женя, вас не растлевали умышленно сверху донизу. Вот сверху этого государства донизу. От Брежнева, сопоставимо с Путиным, и дальше через департамент образования, или это называлось РОНО, да, через учителей и так далее, и так далее. Не было цели вас растлить. Возможно, это делали, ну, сказать, как байпродукт, такое это происходило. Однако, когда мы говорим о Советском Союзе, это важно. Мне все-таки представляется, что то, что началось в начале 70-х, я уже жил, слушайте, да, и пел песни в детском саду про армию. Был такой идеологический консенсус, с которым кто-то был согласен, кто-то был не согласен. Однако представить себе ситуацию, в которой Брежнев или, значит, какие-то его приспешники говорят больше никогда, а на самом деле подмигивают кому-то и имеют в виду «можем повторить», мне очень-очень трудно. Теперь, почему я говорю о растлении? Ну вот смотрите, нам известно, что сейчас в провинции, в первую очередь, к слову сказать, в школы приходят, значит, преступники, вернувшиеся с войны. Вот сейчас приходят, вот на прошлой неделе было много случаев. Это нарушение нравственного консенсуса,
во всех странах мира так или иначе люди договорились, что мы детей не растлеваем. Вот мы не приводим убийц к детям. Не приводим, мы не делаем этого. Более того, в начале 80-х, почему я за Афган-то ухватился, мне трудно представить себе, чтобы такая штука была. Сейчас это происходит, и происходит умышленно. И парты героя, и, значит, вот эта вот история, вы, наверное, слышали про этот диалог между мальчиком и, значит, этим свошником, как вы убили своего первого человека, когда учительница говорит, а врагов не убивают, их уничтожают, понимаете? Это совсем-совсем другой материал, на мой взгляд. На мой взгляд, почему я называю это растлением? Потому что очень многое в том, что происходит, работает еще и по принципу, ну, это, слушайте, ну, невольно хочется процитировать Гитлера, я освобождаю вас от химеры совести. Ты можешь не париться о том, что вчера ты говорил, называл это белым. Оставь это в покое. Сегодня это черное. Идеология – это я. Как будто говорит, не знаю, Путин или путинская шваль вокруг него, или вся эта компания и так далее. Мы подменяем идеологию. Нету никакой совести, нету ничего, тебя нет. Да, откуда вот эта история? От нас ничего не зависит, я в политике не разбираюсь, мы никогда не узнаем правду и так далее, и так далее. Жень, ну поправьте меня, но в 1975 году от вас всеми силами добивались яркой гражданской позиции, которая говорила, от меня все зависит, вне зависимости от того, что вы думали. Мы построим, значит, настоящий, я не знаю, спасем Анжелу Дэвис или что мы там делали, я не знаю. Это как будто выглядит как будто мелочами, но, на мой взгляд, это просто прямо противоположный подход. Наверное, можно сравнивать со сталинской эпохой в каких-то проявлениях. Наверное. Но вообще, слушайте, коммунизм и фашизм – это разный строй вообще-то. Это тоталитаризм, и то, и другое. Это правда, это доказуемо, понятно как. Но сейчас речь идет действительно об уничтожении морально-нравственного базиса. Я понимаю, что в том, что я говорю, можно услышать там кликушество некоторые. Поэтому я оговариваюсь каждый раз. Ребята, речь идет не об этом. Я просто умоляю вас, будьте осторожны и будьте очень внимательны. Повезло со школой. Ну, отлично, ура. Все равно будьте внимательны. Повезло с конкретным учителем. Класс. Отлично. Зашибись. Очень хорошо. Дай бог, чтобы этот учитель таким и остался и никуда не ушел из этой школы. Потому что еще раз речь идет, ну вот о развращении полном, ну вот это, которое началось давно, но это уже, так сказать, следующий виток. Так что мне кажется вот так. При всей моей, поверьте мне, горячей нелюбви к Советскому Союзу, я думаю, что мы с вами можем посоревноваться. Андрей Колесников, что скажете? Я Возразите, согласен. пожалуйста. Вы согласны? Мне трудно возражать, потому что в моем представлении сейчас хуже с этим делом. Возможно, при советской власти не было таких как бы окошек свободного поведения, которые еще где-то сейчас встречаются. Все было гораздо более тотально и единообразно. Но это единообразие было какое-то естественное. Но мы тогда, правда, не знали никаких других способов существования, и в этом тоже было наше как бы психологическое преимущество перед сегодняшним днем. И тогда была тяга к запретному. Запретное было интеллектуальное, запретное было литературно-художественное. А сейчас никакой тяги к запретному практически и нет. Чего, собственно, как бы мы живем в условиях лучшего строя, который вот мог возникнуть, и то, собственно, чего нам еще как бы желать. Интеллектуально. Чего? Еще раз повтори это, пожалуйста. Мы живем в условиях лучшего строя. Это какой лучший строй? Ну вот я знаю, что твое отношение к социологии довольно тяжелое, но в принципе, когда есть как бы определенная динамика, она видна на протяжении 30 лет, когда сначала люди говорили, мы должны жить как на Западе. Это было первое место всегда, советский строй был на последнем. То есть в какое-то время стали говорить о том, что путинский период самый лучший по сравнению с советским и западным типами существования. Ну, финансово это абсолютно правда. Так как жили доходы 2013 года, никогда в истории России таких доходов не было. Это правда. Вот, ну это как бы одна линия сравнения, и действительно, скорее то, что происходит сейчас по степени навязываемости безнравственного, это скорее сталинское время. Да? Позднее Брежневское, да, в этом смысле был гораздо более вялым и спокойным.
Здесь есть тоже еще один момент. Вот сейчас как бы отсылают, конечно, естественно, к Великой Отечественной войне, проводят прямую линию от Великой Отечественной к нынешней ситуации, и, соответственно, получается так, что сейчас как бы война продолжения в кавычках, да. Мы, по сути дела, как когда-то боролись с Наполеоном, потом с Гитлером, сейчас мы боремся с НАТО, приспешниками Соединенных Штатов. Это одна и та же война. Мы защищаемся от одного и того же, но, тем не менее, кто у нас герои? Герои у нас современные. Вот они приходят в школы, вот их парта, вот они висят у нас плакаты висят везде, значит, когда едешь по какой-то магистрали, ефрейтор Иванов, не знаю, сержант Петров, герой России. То, что происходило в 70-е годы, кто был героем? Героем были герои Великой Отечественной войны. И абсолютная как бы историческая правота, справедливая война, справедливая, оборонительная. Да, клей нации совершенно заслуженно клей этой самой нации. Апелляции к героям, так сказать, Афгана того же самого как бы не было, да. Потому что это труднее как бы мотивировать, и вообще этим не гордились и не били себя в грудь. Выполняли интернациональный долг, но плакаты не висели на улицах страны, другие плакаты висели. Да, как и тогда, сейчас мы апеллируем к мировому большинству, к угнетенным народам, колонизируемым народам, но это все равно другой пафос. Сейчас он совершенно непонятен. Какой-то искусственный, его можно просто вбить в голову, да. Тогда как-то вот трагедия Чили, тот же самый 73-й год, я помню, в младших классах мы просто следили за этим как-то. И... Я плакала, когда рассказывали о Викторе Ахаре, которому отрубили руки. Помнишь, певец был? Он на стадионе, Был, куда да, Спиночет согнал всех, конечно. ему И тоже было отрубили ощущение руки. некоторой именно моральной, нравственной правоты. Какая сейчас, чертовой матери, моральная, нравственная правота по поводу чего? Сейчас вот в Москве можно много разных книг купить в магазинах, они лежат. «Школа варваров» есть такая книга Эрики Манн, дочери Томаса Манна. Немножко такая хаотическая книга, там есть очерковые моменты, и какая-то статистика, и разбор учебников. Я ничего не хочу сказать. Но читать это сейчас тяжеловато. Все время какие-то аллюзии возникают невольно. Может быть, несправедливые. Называется она «Школа варваров». Она вышла в 1938 году. Уже там все, так сказать, расцвело пышным цветом. Ну, не случайно же Путин у нас германофил. Германов. Очевидно, он подчеркнул многое. Мы помним, что в ГДР политическая полиция была значительно страшнее даже КГБ в 70-х, 80-х. Это был полный кошмар. Что-то в этом есть. Именно по желанию, по способности контролировать частную жизнь людей. Вот. Андрей, все вроде так. Но с другой стороны, ну вот у меня нету такого... Мне кажется, что при том, что у меня были замечательные учителя, и я очень хорошо вспоминаю своих учителей, они мне очень много дали. Просто они меня научили читать книги, ну и поэтому, кроме того, было. Хотя, конечно, была и семья, в которой никаких разговоров, не дай бог, не допускалось. И тем не менее, с точки зрения духоты, духота была страшная, интеллектуальная. Книг-то не было. Сейчас ты говоришь, можно приехать и купить книги. Сейчас у людей есть доступ в социальные сети. Мы видим, что растет, как не смешно, монетизация российских ютубов, потому что люди стали больше и больше пользоваться VPN. И, соответственно, люди не могут смотреть оппозиционные СМИ без VPN, ну так они включают VPN. У людей есть возможность получить эту информацию. Да, мне говорили, что в Москве всем надоело говорить про войну в Украине. Всем это сильно надоело. Хотя последние данные уже не только англичан, но и американцев по безвозвратные потери
убитые и раненые, безвозвратные потери, 500 000 человек, российских солдат и офицеров. Это, конечно, новация Путина обменивать жизнь на большие и очень большие деньги. Сейчас уже в Белгородской области 3 миллиона рублей предлагается по подписанию контракта. Это, конечно, особый цинизм. Так что я просто хочу сказать, что если можно было выживать в советское время, да, конечно, в советское время был колоссальное расхождение между тем, что рассказывали в программе «Время», и тем, что люди видели в магазинах. И это был очень важный момент. И, конечно, сейчас, видимо, пропаганда значительно более высокого класса, чем была в Советском Союзе. Но разве сейчас и больше родителей, которые способны детей оградить от этого или хотя бы говорить о важном дома так, как они считают нужным? Не так? Это вопрос и Андрею, и Диме. Так и не так, потому что родители разные, кому-то все равно. Кто-то просто адаптируется к тем правилам, которые существуют, не более того. Без фанатизма, но и без какого-то как бы сопротивления тому, что происходит. Доступ есть действительно ко всему, к любой информации, пожалуйста. Не хотят А ты знать, вспомни нашу с тобой а мы школьную хотели. юность. А нам очень хотелось, да. Нам очень Мгм. хотелось, хотя я думаю, что это касается больше интеллигентных семей, естественно, и доставали то, что нужно. И получали от этого большое удовольствие и чувствовали себя, так сказать, очень серьезными людьми. Это еще поднимало тебя в твоих же глазах, когда ты там на папиросной бумаге читал Цветаеву или Мандельштаму, или... Или 900 дней блокады. Или Ну, Цхохса Мерса, которого запретили его самого, и Сидура, который оформлял книжку. вот у меня, мы все время возвращаемся в прошлое, это естественно, да, потому что мы сравниваем. Это один из способов понять, что происходит сейчас. У меня была, я думаю, школа слабая, на самом деле, так себе. Потому что я не могу сказать, что я привязан был там, к каким-то учителям, но кроме классной руководительности, скорее по-человечески, чем профессионально. Да. Просто очень хороший человек. И учили меня другие люди. И обращали, так сказать, в либеральную веру тоже немножко другие персонажи. Я даже больше скажу, в университете, на юрфаке, который я заканчивал, там тоже не было блистательных учителей, за редким очень исключением. Это был чисто идеологический вуз. Но вот это как бы самообразование, влияние семьи, книг прежде всего, оно имело значение. Книги, книги, Ты в книги. туалете что делал, Андрюш? Ну, что, это Нет, неловко. ну помимо этого, ну читал же, да? Мы все читали. Мы Естественно, бесконечно да. читали. Чем отличается туалет интеллигентной семьи? Да, ты заходишь, там лежит гора такая, значит, Книг. журналов, книг, черт знает чего. М. Вот. И тогда как-то легче было уходить, уворачиваться от того, что окружало тебя, потому что оно было естественно и органично. Сейчас это навязывается, это идет на тебя какая-то вот стена, умышленная стена, как Дима сказал, действительно. Ну, когда я был школьником средних, так сказать, лет, да, что меня интересовало? Две вещи – индейцы и хоккеисты. Практически ничего более. Ну, дальше там книги какие-то пошли. Я изучал, так сказать, индейцев, что было, так сказать, тоже популярно у многих поколений, в том числе дореволюционных даже. Ну и хоккей был тогда. Ничего важнее хоккея не было. Чуть хоккеистом не стал вообще в результате. Слава богу, меня как-то свернуло в классе седьмом. Господи, оказалась такая м- приличная семья. Мама легла косьми, сказала, нет, ну сколько уже, возвращайся к учебе. Нормально. Вот. А может, зря. Сейчас бы, глядишь, тренировал бы кого-нибудь в Канаде. Вот. Это как-то была естественная среда, она не казалась такой вот прям вот враждебной, от которой нужно было вот уворачиваться, как снаряд. А сейчас мне вот именно такое ощущение есть. Когда ты все время спрашиваешь, у меня тут что и внуки есть, да, и один из них пошел в школу.
младшую, между прочим. Так что там тоже везде подстерегают какая-то мина. Пошли внуки в цирк Никулина. Это вот у нас есть демократический цирк, а есть пропутинский на Вернадском. Там Запашный, а здесь Никулин младший. Программа, ну, она с матрешками, естественно, новая программа. Дети в восторге. На Все Цветном такое. бульваре, да. Цветном, да. В конце я там не был, это мне просто сын старший присылал эти самые картинки. В конце что делается? Скачет там конь на конях, скачут бывшие джигиты, ныне просто, так сказать, обычные русские люди, вскакивают на коне и разворачивают гигантский российский флаг. И этот цирк, наполненный детьми, начинает скандировать «Россия, Россия». Ну, на мой взгляд, это чудовищно абсолютно. Это как раз она и есть эта самая индоктринация очень как бы специфическими средствами, хотя я думаю, что в случае цирка это скорее расплата с проверяющими, надзирающими и прочими органами. Видите, мы тоже патриоты. Мы тут развернули флаг, у нас матрешка стоит, все нормально. Претензии есть, претензий нет. Отойдите дальше работать. Есть возможность. Скорее так. Но ведь это так по всей стране, чтобы отделаться, начинается самоцензура, отменяются там презентации книг, здесь там директора там книжных магазинов врут, а вот нам звонили и предупреждали. Ну, чепуха все сами. Все сами. Андрюш, вот я тебе сейчас скажу совершенно, ты меня убьешь. Я ничего не вижу плохого в том, чтобы показывали российский флаг, скандировали «Россия». Смотря Меня как скандируете, как вы страшит заворачиваете. другое. Меня, честно говоря, я вообще думаю, что одна из ошибок либералов, что им не хватало вот этого патриотизма. Это вот то, что Алеша Навальный гениально показал, что можно быть демократом и при этом патриотом Это своей да. страны. Но они-то имеют в виду, они не имеют в виду флаг над Белым домом тем, и там ельцинский флаг, да? Они имеют в виду совершенно другой флаг. Они в этот флаг вложили другую семантику. Ну, Вот в чем красную проблема. Я ее полосу, наверное, да. ничего против не имею. Флага как такового. Дима Зельцер, что вы скажете? Во-первых, Зицер. Зицер, ой, извините, Во-вторых, ради ничего бога. страшного, господи, это Вот, ничего, да. извините. Слушайте, ну что Я, сказать-то? кстати, все время боялась эту ошибку сделать. А Вот многие что ее это? делают, ничего страшного. Многие делают ошибку про Дмитрия и, соответственно, про фамилию Извините, всякую. Дима Ничего, Зицер. вообще ничего страшного, честное Помощь. слово. Слушайте, ну так продолжая то, о чем говорил Андрей, ну индоктринация же так и устроена. Индоктринация, правильно сделанная, устроена так, чтобы у ребенка не было возможности сбежать. То есть в идеальном варианте дома дедушка, мама, папа, не знаю, смотрят Первый канал, вышел он из дома, его встречают билборды с этими самыми ефрейторами и сержантами, пришел он в цирк, там у него, значит, не знаю, флаг России. Я абсолютно согласен, что дело не во флаге, а дело в значении. Да, то есть в семантическом наполнении том самом. В школу он приходит, на школе большая буква Z. Попадаю я дальше на урок о важном, попадаю я на урок семьеведения. То есть мне не вырваться, я в силках все время. И на эту тему, не знаю, Жень, я много про это говорил, если вы слышали, не буду рассказывать. А если не слышали, то расскажу про... Расскажите, пожалуйста. Нет, про исследование Колумбийского университета, на которое я все Да. время ссылаюсь. Мгм. Да? Да, сказать несколько слов. Ну, Обязательно. давайте. Значит, есть одно потрясающее исследование. Я прошу прощения у тех, кто слышал уже это много раз из моих уст, но оно действительно потрясающее, потому что как нам понять, что происходит, действительно смотреть в прошлое. Значит, это исследование о влиянии индоктринации на разные возрасты, так сказать. Это исследование потрясающее тем, что оно продолжалось много-много лет. То есть оно началось где-то по окончании Второй мировой войны, а закончилось к концу 90-х. И выяснилось вот что. Выяснилось, например, что те, кто были индоктринированы в возрасте нежном, так называемом, до 7 лет, до конца жизни в той или иной мере не смогли от этого избавиться. Что такое в той или иной мере? Это значит, что когда им в начале 90-х задавали им вопрос о фашизме, они, конечно, с гневом говорили, так сказать, какой-то кошмар, какой-то ужас, но часто добавляли, но вы же не станете спорить с тем, что, ну, да, Сталин эффективный менеджер, что Гитлер построил дороги, например. Вот у нас, вы знаете, я в этом смысле у меня свое воспоминание есть. Мы приехали к знакомым каким-то в Германии, гуляли по маленькому городу Саарбрюкену, и вот мы гуляем, и вдруг они с такой гордостью говорят, вот этот театр построил Гитлер.
И они точно не нацисты. И точно не те, кто, так сказать, их поддерживают даже задним числом. Не говоря уже о том, что они евреи и так далее, и так далее. Но вот такой вот, да. Значит, удивительным образом это работает почти на 100%. Почему я ору все время в голос, ребята, если мы говорим о маленьких детях, речь идет о спасении. Значит, чем старше, тем больше шансов. Понятно почему. Потому что, когда мы в возрасте 14-15 лет, мы со здоровым скептицизмом, чтобы не сказать цинизмом, относимся ко всему происходящему. И в этом смысле уроки о важном могут попасть, не попадут, а могут попасть, значит, в эту категорию. А самое ужасное, ну, на кого что производит впечатление, видите, в этом исследовании для меня было вот что. Что быстрее всех избавились от влияния индоктринации, Женя, учителя. Потому что учителя делали то, что им скажет государство. Говорят им, значит, что нужно газовые камеры евреев посылать. Отлично, что Гитлер у нас такой прекрасный, чудесно. Говорят, что Гитлер говно, извините за выражение, и, так сказать, невозможно с ним дело иметь. Говорим. Так что это не просто, понимаете, вот эта вот история про индоктринацию, это не просто интуиция, это не просто кликушество. Это действительно очень-очень хорошо исследованная тема на сегодняшний день. Вот по той истории. Так что, ну что я скажу? Ну вот такое и скажу. Ох, скажу. Дима, давайте вот я попрошу сейчас вот последнюю часть нашей передачи. Давайте поговорим вот конкретно, вот что делать. Ну вот, например, я вас приду, я родитель, слава богу, у меня теперь внук 4 месяца. Вот, чудесный внук. Ну, Чудесный. красота, ура, Да, ура. красота. Линкольн Алексей, да. Вот, и вот я приду к вам и спрошу. У меня ребенок ходит в школу, еще маленький. Мне ему говорить, только ты, пожалуйста, ни в коем случае не рассказывай, что говорят дома. Или мне ему говорить, только ты, пожалуйста, если тебя спросят, как у тебя дома относятся к СВО, не говори, что родители называют Путина убийцей. Вот как быть? Я скажу, ну, я выберу вариант ответа не из предложенных вами, если возможно. Значит, делать вам следующее, если мы разговариваем серьезно, делать вам следующее. Во-первых, нужно убедиться в том, вообще понять, в какую школу ходит ваш ребенок. Это такая минимальная родительская ответственность, к которой очень многие не привыкли, между прочим. Куда он ходит? У него есть уроки о важном или нет? Если есть, как они устроены? Извините, плетут там маскировочные сети или нет? Есть такое теперь у нас внеклассное развлечение. Празднуется там 23 февраля или не празднуется? Это довольно простые вопросы. Какая там символика? Кто там ведет историю? Любой родитель имеет право это узнать. Есть способы это узнать, не опасные способы. Ну, и российские родители имеют право об этом узнать. Значит, внимание, если вам повезло. То есть, иными словами, он ходит в прекрасную школу, вот какая она была 5 лет назад, такая она и осталась, и там прекрасный этот учитель истории, и они манкируют все праздники возможные и так далее, и так далее. Ну, здорово, вам повезло крупно, в этот момент нужно просто быть внимательной, и ребенку можно говорить, не разговаривая об этом или разговаривая об этом, лучше сказать, но вообще дети – это важный момент. Из другой оперы дети не рассказывают на автомате в школе все, что происходит дома. Дети не описывают, не знаю, мамино или папино нижнее белье. Дети не рассказывают, с какими словами мама или папа вышли из ванной. Это такое преувеличение, что ребенок настолько, значит, прост и глуп иногда, что он придет и все вывалит. Если важно, оговоритесь. Но если есть малейшие признаки индоктринации, малейшие, неважно, вот выберите из списка, единственный путь, который у вас есть, в частности, в продолжении разговора о том исследовании, о котором мы поговорили, это уходить. Вставать и уходить. Куда? Куда уходить? Значит, на сегодняшний день в России все еще по-прежнему, я с изумлением это говорю, но это правда, лучший в мире закон об образовании. Потому что он был принят в 1993 году людьми, которые заложили такой запас прочности, что вот его портят со всех сторон и никак не могут испортить. В этом законе об образовании записано, что форму обучения выбирает семья. Это супер прогрессивно до сих пор, сравнивая даже со многими странами Запада. Что это значит? Это значит, что завтра утром, Женя, вы можете уйти на семейную форму обучения. Завтра утром вас не имеют права не отпустить. Тоже я про это делал большой выпуск, как это сделать технически, но сегодня этого уже очень много в интернете. Не имеют права не отпустить.
Это важный, приважный Обязательно, момент. это я говорю для продюсера, надо обязательно дать линки на все эти выпуски, на все эти Димины Когда идет выпуски. речь об этом. Да. Я думаю, что это очень-очень важно. Мгм. Да, так вот, значит, дальше что происходит? Дальше начинается вот эта заунывная песня такая. Мы не можем, нам трудно. Ребята, вы можете. Естественно, переход на семейную форму обучения – это изменение привычного строя жизни. Но речь идет, еще раз, о спасении детей. Речь идет о том, что мы спасаем от возможного заражения свою деточку 7 или 8 лет. Дальше государство подбрасывает всякие легенды, которые люди подхватывают и разносят. Например, о том, что семейная форма обучения стоит огромных денег. Это неправда. Например, что в этот момент мама или папа должны уйти с работы, потому что они сами должны ребенка обучать. Это неправда. Например, что невозможно объединение, о котором я уже поговорил. Это неправда. Теперь в этом смысле я говорю все время одно и то же. Ребята, я же не говорю, что это очень-очень просто и просто плюнули и перешли. Но цена может быть огромна. Вот именно вследствие того, что замечательные ребята из Колумбийского университета нам рассказывают. На всю жизнь это может остаться с ними. Может, пронесет? Слушайте, ну, может, пронесет. Есть один шанс из 100. Но вот этого мальчика, про которого я рассказывал в начале разговора, не пронесло. Хотя довольно приличная семья. Так что вот что делать. И то же самое, между прочим, делать учителям. Абсолютно то же самое. Предвосхищаю ваш вопрос, которого, может, и не было бы, но тем не менее, да, я работаю в школе, что же мне делать? Я задыхаюсь, от меня требуют, значит, изменить себе и говорить неправду. Встать и уходить, потому что на ступенях школы ждут вот те самые ученики, которые только что ушли на семейную форму обучения. И спрос на репетиторство сейчас растет все время. Но потом, вы же знаете эту статистику точно про 193,5 тысячи учителей, которые ушли из школы в 2023 году. Теперь в этот момент можно сказать: Дим, подожди, не Это по спекулируй. всей стране, да? Это по всей стране, но всего-то в стране 1 200 000 учителей. Это, извините, 15%. Это вообще не шутки. Теперь, можно сказать: Дима, не спекулируй, каждый год есть уход учителей из школы. Каждый год есть уход учителей из школы, но в 2023 году самое высокое число. Теперь мы знаем истории про то, как уходят коллективами. Сейчас уже, наверное, нельзя называть номера этих школ, но еще там 1,5 года назад было можно, когда увольняют директора за то, что она не дает проводить уроки о важном, о главном, о каком-то. И она уходит, и с ней уходят 12 учителей. И по городу Н, на всякий случай не будем называть, образовываются учебные группы. И те же учителя учат тех же детей, потому что из школы уходит больше 20% учеников. Это было 1,5 года назад всего. Так что вот что делать. И я понимаю, что это требует от нас и собраться с силами, и мужества, и сил, и решения вообще какой-то. Вообще непростая история. Но если мы хотим гарантии, делайте это. Сейчас появляется новый аргумент, знаете, кто гарантирует, что не отменят семейную форму обучения? Так никто не гарантирует. Может, и отменят, но пока же не отменили, и поэтому у нас нет этой отмазы. Мы не ушли, потому что ее не было. Она есть. Спасибо. Андрей, вот ты сейчас слышал то, что Дима Зицер, учитель и автор многих книг и потрясающих этих, значит, YouTube блогов, в которых он постоянно рассказывает людям, как им быть в разных ситуациях. Скажи мне, пожалуйста, вот теперь приложи к этому реальную жизнь. Твою как отца, деда. У тебя правнуков нет еще? Извини. Знаешь, не до такой степени. Извини. Не с Но это такой я так, скоростью. ты же понимаешь, я не могла не съерничать. Ну. Можно, Первое. откуда, Вот конечно. как быть Мгм. родителем? Вот у меня Лёлька, я помню, это были 90-е годы, она приходила в школу, 90-е, не только, а было начало 2000-х. Я помню, когда избрали Путина, она пришла с тем, что Путин недоучен. Что-то такое. И второе было, значит, она написала сочинение о том, что вот был гадкий утенок, а потом он превратился в лебедя. А вдруг Путин тоже был... Вот сейчас он гадкий утенок, а он превратится в лебедя. И я всем запрещала ей говорить: Лёля, только, пожалуйста, этого не говори. И она говорила это. Значит, скажи мне, пожалуйста, а вот как сейчас родители поступают? Это тоже все очень индивидуально.
Насколько я понимаю, из каких-то разговоров, в том числе своих, с людьми, допустим, младше меня, ну, лет на 10-15 даже, я бы сказал. Молодой средний класс, у которых То есть уже родились, уже не поротое такое поколение, да? да, и хорошие специалисты с хорошими зарплатами в хороших местах, но именно средний класс такой вот, очень разумные, образованные, ну, в основном технически образованные люди. И вот моя младшая дочь, она в возрасте их, так сказать, дочерей или там сыновей, они не очень много внимания уделяют внешней среде. Не знаю, у кого-то хорошая школа, там, изучает язык, изучает французский, английский, ну, как бы все более-менее нормально. Нет концентрации на политических каких-то вот вопросах, при том, что все они или не все они, ну, в общем, ну, то, что следует, опять же, из разговоров, как-то задумываются о зарубежном образовании. Вот сейчас, как ни странно, была там выставка о зарубежном образовании, правда, она все меньше и меньше становится с каждым годом на тишинке. Там расширяется раздел недвижимости за рубежом, немножко сужается раздел зарубежного образования, но зарубежное образование – это не Китай с Индией. Это европейские страны, включая Францию, Швейцарию и так далее. Несмотря на дороговизну, как бы все равно приглядываются, присматриваются, думают о будущем. Там нет вот оголтелого противостояния или, наоборот, оголтелой поддержки режима. Они вот где-то посередине. Более-менее все нормально. Насколько дети индоктринируются в этой ситуации, надо ли их спасать, то тоже, наверное, все по-разному. И не только ведь школа влияет на эту самую индоктринацию. Вне школы что-то происходит. Может происходить в спортивной секции, например. Вот там одна знакомая девочка, она как бы большая, как бы, успешная спортсменка, и она говорила, вот многие в этом году говорили, что Олимпиада Парижская, она ничего не значит. Это как бы все не про нас, нам важнее вот наше внутреннее соревнование. Так это не школа сказала, это уже внутри как бы спортивного сообщества такое. Детям внушают, что ну ладно, зачем вам вот это стремиться туда, у нас тут вот своя школа и вот ничего. Посоревнуемся с Таджикистаном, как бы, кем там еще, с кем позволить. Ну, как сейчас в футбол играют тоже, да, бог знает с кем, а сейчас сборная несчастная вынуждена искать партнеров, и все никак не может найти. А, вот опасности как бы подстерегают везде. Ну, то есть действительно нужно быть очень внимательным к тому, что происходит и как происходит, кто что говорит. В одной школе могут быть сейчас учителя индоктринаторы, в соседней, может быть, и нет. Очень, очень трудно сказать. Но действительно очень много Ты зависит от семьи. контролируешь то, что ты дома говоришь? Ты себя контролируешь? Нет, нет, у меня же с этим проблемы нет. Я не то, что не контролирую, я вот выступаю с речью, обращаясь к небесам. У меня дочь говорит, ну, пап, ты поспокойнее, как бы, ну, давайте о чем-нибудь хорошем подумаем. Вот там какие-то другие проблемы обсудим, кроме военно-политических. Еще как выступаю. Прекрасно все понимаю, прекрасно все знаю, что-то нужно объяснять, естественно. А старшие закончили школу в сравнительно нормальное время. Младший сын уже как бы при Путине, естественно, заканчивал. Но у них все нормально с как бы, политической ориентацией. Как-то даже специально не нужно было ее навязывать. Не то, чтобы они там на митинги ходили, этого не было. Но понимание того, что происходит, этого ужаса, который происходит, оно есть. Есть как бы и способы адаптироваться к тому, что существует. Менять, конечно, да, образ жизни сложно. И вот в случае дочери, которая в старших классах, которая определилась специальностью, ей не нужно уже многое из того, что сейчас в школе ей навязывают, особенно по математическим дисциплинам, в которым она специализируется. И только поэтому речь идет там споры о домашнем обучении или не домашнем, потому что нагрузка не о том. Дальше же, так сказать, мы, конечно, не можем затронуть, охватить все. Дальше же еще высшая школа. Там тоже свои проблемы, там тоже свои индоктринации, там тоже
дети разные, и там тоже где-то плетут маскировочные сети в рамках общего дела или не плетут. Там А есть вот, хорошие например, на преподаватели. факультете АУЗАНа, экономический факультет МГУ, там что происходит? Там же вообще когорта была такие преподаватели Судя по замечательные. Ну, я всему, сам Саныч сам. я общаюсь иногда с Сан Санычем, иногда с Олегом Буклемишем, который замдекана. Они, по-моему, держат там вполне себе нормальный как бы, уровень и качество образования. И можно над этим смеяться или не смеяться, но Садовничий, который считался невероятным консерватором, очень осторожно, мне кажется, относится к вот таким вот вещам. Ну, так получилось, допустим, у них факультет политологии в МГУ, насколько я понимаю, очень пропутинский, очень идеологический. Они писали учебник «Основы», господи, как это называется, уже к вечеру начинаю забывать, «Основы российской государственности». Он такой вот. И там Никонов, по-моему, да? Сам патриотизм. Никонов, у него Никонов какой-то еще факультет мирового чего-то. А, Там много факультетов Там по, несколько таких совершенно поганых по персонажу. факультетов, Да. да. Это вот просто факультеты, и там, конечно, не очень все хорошо с этим. А экономфак вот держится. Очень много от декана зависит, естественно. Мы прекрасно это понимаем. В А той же вышке, вышка? ну, в той же вышке именно в силу ее предыдущего недостатка, что она гигантская, да, бюрократическая, довольно сложно совсем уж все испортить, именно потому что она большая. И там все-таки еще остается какая-то профессура. Хотя подчищают, подчищают, конечно. Уволили очень многих. Была большой выброс там заметный, да, и идеологически негодных профессоров, но это же продолжается потихонечку. Ну, кто-то там пытается что-то делать, и я с удивлением узнаю, что есть еще очень, так сказать, серьезные люди, которые серьезно преподают. И я спрашиваю, Линсон там продолжает преподавать, Олег Юдин продолжает преподавать, Алексей Кудрин продолжает преподавать. что там с детьми, дети разные. Там в Шанинке, которые как бы вроде как разгромили, а потом вот коллеги, которые вынуждены были уехать, мы их все знаем, говорили, очень жаль, что нам пришлось как бы прекратить с ними занятия, потому что именно в этом году, по-моему, был прошлый год, был потрясающий набор потрясающих ребят с большой тягой к реальному гуманитарному знанию. Вот это вот идет такой вот хаос, такая мешанина, такая вот внутренняя борьба, и пока это еще не провалилось окончательно, в том числе в высшей школе, но вот не знаю, чем это все закончится. Конечно, кольцо сжимается, наверное. Может быть, оно не сожмется до самого конца, может быть. И еще один вопрос, который тоже Дима Зицер затронул. Как быть учителям? Вот я понимаю, ты не учитель, этот вопрос перед тобой не стоит, но ты их много видишь. Есть те, кто бегут впереди поезда. Мы знаем, что, собственно, именно учителя привлекались к фальсификации выборов. То есть говорить о какой-то нравственной, моральной, так сказать, вершине в отношении российских учителей очень трудно. Мы знаем, что просто очень много из них оказались, так сказать, ярыми путинистками, и они занимались фальсификацией выборов. И это не могло не отложить впечатление, отпечаток, потому что если человек участвовал в электоральном воровстве, это обязательно на нем как-то скажется. Вот скажи, пожалуйста, а вот что учителям делать? Вот Дима приводит пример. Ушло 183 тысячи учителей. Насколько тебе кажется, у них есть этот вариант уйти и зарабатывать себе на хлеб? Ну, думаю, такой вариант есть. Я знаю даже людей, которые... Слышал о людях, которые учителя приходят, побегав, поискав работу там, по специальности, с высшим образованием, с опытом работы, не могут быть наняты, потому что там человеку 45 лет, и что-то его не берут ни в какую там госкомпанию. Он идет, там, допустим, преподавать экономику какую-нибудь в школу. И это выход для некоторых безработных специалистов. То есть идут потоки и туда, и сюда, наверное. А сейчас, ну, если судить по той школе, которую я знаю, да, во дворе, большая текучка молодых кадров. Приходят молодые учителя, уходят молодые учителя. Куда уходят? Куда?
Не знаю. Может, кого-то в армию забрали, я не знаю. Я не знаю, есть у них бронь там или нет. Учителей вообще на месте государства я бы бронировал таких людей, потому что Не слышала, сейчас чтобы у них была на бронь. вес золота. Они тоже разные, какие-то лучше, какие-то хуже. Вот. Кто-то остается, о ком-то можно пожалеть, что он ушел, о ком-то не стоит жалеть, что он ушел. Но это все равно другая школа по сравнению с той, которая была, та же самая школа была, там, допустим, 10 лет назад, 7 лет назад. Директор другой, была директора такого советского типа, но это было похоже на школу, такую настоящую, где вот со школьным патриотизмом, не как бы вот, не вот этим навязанным, были очень хорошие учителя. Ну, опять же, все вот по-разному в разных местах. Где-то детей водят на концерт классической музыки, где-то уже никуда не водят, где-то это нельзя, потому что сейчас везде бумажку нужно писать, несу ответственность там за своего ребенка. И уж учителям тоже брать на себя ответственность очень тоже непросто. Это родители должны писать такую бумажку? Ну, иногда, если маленький ребенок, он куда-то пошел, не знаю, из школы до дома пешком без сопровождения родителей, иногда даже такие вот бумаги. Парадоксальное государство, которое посылает множество молодых людей в окопы, и в то же самое время они все время заботятся о том, чтобы люди не курили, например. Да? Вот кино показывают там по телевизору, Мосфильмовское, там обязательно выскакивает: курение вредит здоровью. Мы о чем говорим, когда по другой программе кто-то толкует, что сейчас будет ядерный пепел везде. И только нас он не коснется. Ну, такое вот парадоксальное государство противоречит. А, кстати, есть страх перед, что Путин применит ядерное оружие? По-моему, здесь люди уже как-то все вот это воспринимают, что называется, по мере поступления. Вот если в меня что-то полетит, я тогда вот начну думать об этом. Пока в меня не летит, наверное, оно летит мимо. Отсюда, кстати говоря, и вот это как бы спокойное равнодушие по отношению к Курской области. Там уже люди сами пытаются спастись, сами разобраться с собой, потому что здесь, приграничье. Сказали приграничье, ну вот там военные разберутся. Я пошел в ресторан. Тем более, что ресторанам здесь все неплохо, хотя инфляция высокая и цены растут. Да, спасибо. Нам уже надо завершать. Дима Зицер, вот смотрите, то, что рассказывает Андрей, он это знает не только потому, что он читает эти страшные учебники, да, и не потому, что он про это думает, но еще и потому, что у него просто есть личный опыт. И вот что мне кажется совершенно очевидно из рассказа Андрея, и, собственно, и вы об этом говорите, у людей есть выбор. В советское время такого выбора у нас с вами не было. И у наших родителей особенно. То есть они тоже пытались нас отдавать в какие-то хорошие школы с углубленным изучением иностранного языка, но при этом особенного выбора никакого не было. Значит, Брежнев шамкал ртом со всех телевизоров, и цитаты из Брежнева висели во всех учебных классах. И цитаты из Ленина тоже висели во всех учебных классах. И наших учителей тоже приглашали ГБшники и проводили с ними, проводили с ними профилактические беседы. Я знаю, что так было с Виктором Дашевским. Хотя вот, кстати, мой первый учитель истории, с которым я просто обязана, потому что я много читала, он мне все время давал книги. Я Гроссмана, который был абсолютно запрещен, прочитала именно потому, что Александр Александрович Завадье давал мне и «Время течет», и «Жизнь и судьба», и так далее. Он ушел из школы и занимался только репетиторством, потому что, очевидно, в какой-то момент просто вот пришлось сюда. И все-таки сейчас выбор, мне кажется, больше, чем был в 70-х годах. Что скажете? Я скажу, я все ту же песнь запою. Смотря у кого. Смотря у кого. Я считаю, что разрушение активной гражданской и человеческой позиции было системным и умышленным. И наличие выбора не означает побуждение к действию, то есть к тому, что люди сделают этот выбор. Выбор есть, это правда. Но вот то, что Андрей только что говорил, у меня, честное слово, вот комок в горле прям, да, про то, насколько
Люди живут тем, что происходит здесь и сейчас. Это совершенно ужасно. Есть много-много чего про это сказать, на самом деле. Но Курск, ну какой там Курск? Где-то там, не слыхали, не имеет к нам отношения. Семейное обучение, ну как, ну где я и где семейное обучение, Жень? Ну А честное сколько слово. людей в Советском Союзе знали про расстрел Новочеркасск? Это Раздробленное правда. информационное пространство, принцип советского тоталитарного строя. Это правда, это правда. Это не спор с вами. В данном случае это не спор с вами. Я соглашаюсь, напротив, соглашаюсь с тем, что есть возможность выбора. Есть. Я сам поражен, в последнее время уже нет. Но вот первое время, когда я начал про это действительно кричать на каждом углу, а что же это не подхватывают вот это вот ну, ребята, есть способ, хочется всем рассказать. Ну, есть способ, есть, все, успокойся уже, есть способ, заткнись своим способом. Все, мы поняли, есть способ. И пошли, значит, дальше на свою демонстрацию. Кто-то этим выбором пользуется. Но иногда, знаете, это вот вопрос, возможно, к будущим социологам. А не тот ли это, Женя, самый процент, который знал про Новороссийск в Советском Союзе? Это любопытно было бы узнать. Насколько наличие выбора, насколько из-за наличия выбора мы можем сделать вывод о проценте тех людей, которые этим выбором пользуются. Но революция делает меньшинство. Ну, Никогда большинство. и в этом штука тоже. И в этом штука тоже. Так что в этом смысле, слушайте, в этом смысле это ведь внутренний конфликт того, что делаю я полагаю, вы ощущаете то же самое. Вашу программу смотрят в основном люди, которых не нужно убеждать. И со мной К происходит то сожалению. же самое, к сожалению. А дальше начинается огромный мир, огромный и ужасный, до которого пойди достучись. Это такой один из наших грехов, между прочим, первородных, и не только, что мы не умеем достучаться. Да. Спасибо вам большое. Я думаю, что на этом можно завершать нашу программу, хотя разговор предельно интересный. И я напоследок, вот я когда-то, не будете удивляться, вела колонку в «Известиях» «Мы и наши дети». Потому что Мгм. мне ужасно нравилось наблюдать за своей Лёликой. И я все время за ней, она писала мне, я ей писала и так далее. Я много работала, и форма общения наша очень часто была. Она мне оставляла записочки у входа в квартиру. Сегодня день мамы был не хороший и не плохой, но Галина Вениаминовна опять на нас, там кто-то, опять на нас кричала. Я сказала ей, что мама придет с вами разговаривать. Ну вот. Так вот, я хочу напоследок сказать следующее, что наши дети – это только наши дети. И мы, родители, прежде всего несем ответственность за то, что с ними будет. И мы с вами отлично понимаем, что дело не только в том, чтобы они накормлены были и одеты, и чтобы, но важно и то, чтобы они получили образование, которое откроет для них мир. И поэтому от того, какие книги вы кладете детям или на стол, или какие сайты вы им предлагаете посмотреть, и от того, как вы им рассказываете о том, что вы сами читали, и что вам помогло делать выбор, зависит их будущее. И оно зависит только от нас, от родителей. И все эти ссылки, честно вам скажу, вот я в этом абсолютно убеждена. Ссылки на плохое государство, дурного Путина, плохое государство, ужасный, отвратительный Путин. И каких-то продажных людей вокруг, и стукачей, и плохих учителей, которые говорят черти что, и соседи по парту, которые стучат, это все есть, это все факторы, но тем не менее ответственность несем за своих детей только мы, родители. И винить прежде всего нам приходится самих себя. На этом все. Я благодарю учителя, автора многих замечательных книг, которые вы можете найти в интернете. «Свобода воспитания», «Любить нельзя воспитывать», «Практическая педагогика», «Азбука но», не в кавычках, «Зачем идти в школу», «О бессмысленности воспитания подростков» и так далее. Ну и «Уголовника», потому что он объявлен в розыск по уголовному делу о фейках. И автора мы обязательно еще раз дадим ссылки на YouTube-канал и на Димы Зицера. И Андрей Колесников, который написал несколько книг о брежневском времени.
Вот тоже найдите их в интернете и прочитайте. И когда вы их читаете, вы точно понимаете, что бывает хуже. А если вы возьмете, изданный, переведен по-русски, второй том исследований профессора Стива Коткина о Сталине, эта книга издана Институтом Гайдара, только каждая книга, пока вышли 2 тома по-английски, значит, по-русски вышло 4 тома. Найдите и просто дайте детям почитать вот 2 том про то, как начиналось это кровавое колесо. Тоже бывает полезно. Спасибо всем. Спасибо, учитель. Спасибо, Андрей Колесников. Читайте его последнюю колонку на сайте New Times. Всех обнимаю, люблю и желаю хорошего года. Подходит к концу и фискальный год, так что хорошего всем года. Обнимаю, пока. Увидимся через неделю. Бай-бай. Спасибо, пока. До свидания. Спасибо.